Теперь немножко о выступлении Eyes On. Девчонки молодцы, они разбавили, скажем так, всю эту атмосферу эпичности, вот этого вот какого-то безудержного постоянно драйва, нас то в одну сторону отбрасывает, то в другую. И здесь немножко как бы нас так приземлили, успокоили чуть-чуть, просто приятными образами, приятным вокалом. Мне очень понравился, я вообще не следил за их творчеством никогда, мне очень понравился первый трек, про Розу там что-то было в этом треке. Очень он был такой приятный и очень интересно, красиво обработан, хорошо звучал. Ну, в целом производит впечатление такой мягкости, уюта. Меня, наоборот, зацепил третий трек Story of Swan, когда вот они переоделись. Мне показался он безумно интересным по структуре, по обработке. Да, он тоже хороший, тоже достаточно такой приятный. Но здесь, да, типично такая женская, милая группа. Но при этом, опять же, только приятные какие-то ассоциации вызывает. Теперь на очереди GOT7. Итак, в треке Not by the Moon мне очень понравился Dance Break. Мне показалось, он был исполнен на высшем качестве. По поводу костюмов не совсем меня зацепило, как-то, знаете, такой стиль мне не очень нравится, но, опять же, ребята здесь ни при чем, это больше работа стилистов идет. Вот. И в целом мне показалось, что вот костюмы немножечко как будто бы не в тему, особенно когда второй трек начался, он мне нравится больше, чем Not by the Moon, там такая электронная обработка, такая классная. И в целом качество звука очень сильно впечатлило. Вот мне понравилась интерпретация музыкальная Not by the Moon, потому что оно вот звучало не так, опять же, как, да, как в клипе там, или как на записи. И очень эпично звучало, очень мощно, прям по энергетике, особенно первый припев. Он прям был максимально крутой, максимально эпичный. Мне понравилось, как ребята нас проводили, опять же, от одной сцены к другой сцене, как за ними как бы мы следовали, да. Что касается, еще вот такое наблюдение было, в этом году мы для себя прям открыли творчество Джексона Вана, и насколько мало ему отводится времени в GOT7, да, насколько на самом деле это крутой артист. И как-то хотелось, чтобы, ну, хоть какое-то было вкрапление его сольного творчества, да, туда. Ну, не случилось этого. Вот. Что касается трека Last Piece, который вот был недавно только презентован. Здесь очень интересные детали по хореографии, по пальцам, по рукам. Это настолько мельчайшая работа, да. Но очень интересная, да. То есть там с вкраплениями, скажем так, такого как фингер-татинг, например, есть такое направление. И еще что касается GOT7, зная их возможности трюковые, да, мы об этом делали и даже в топах они у нас были, да, в трюковых, зная их потенциал, конечно, хотелось бы увидеть от них в живых выступлениях какие-то там трюки, фишки, что-то такое интересное. Но вот, к сожалению, мы этого не увидели. Далее по списку у нас Mamamoo. Что касается Mamamoo, то здесь прежде всего интересен концепт. Это было, вот все их выступления было написано Agrabah Version. То есть Agrabah, это, если кто не знает, вымышленная страна из Аладдина, правильно? Ну, вроде да. Да. И там больше должно преобладать какого-то такого восточного колорита. Он там был, безусловно, но там в конце было примешано и немножко чего-то египетского даже туда. То есть не совсем была понятна вот эта вся концепция. И еще хочется сказать, конечно, что Хваса очень сильно выделяется.
среди остальных девушек, то есть она прям выглядит полноценной, крутейшей артисткой, которая выше на несколько голов, чем ее, скажем так, сокомандницы. И это бросается в глаза, из-за этого другие как-то немножко меркнут, что ли. По сравнению с ней мне вот так показалось. В целом были интересные находки в плане, вот, например, представления каждой из участниц в отдельности. Это было интересно, когда камера переходила от одной сцены как бы к другой сцене. Но больше я ничего такого отметить сильно не могу пока для себя. Мне показалось, что вся работа в комплексе смотрится очень хорошо. Меня необычайно порадовала вот эта восточная мелодия. И вообще в целом восточная тема мне очень нравится. И с самого начала мне казалось все идеальным до кресел. Вот когда девчонки выехали на креслах, это было... смотрелось как-то халтурно, потому что там вот эти картонки, они прям шатались, я не знаю, кто делал эти кресла, немножечко вот дешево это смотрелось в плане реквизита, но они-то отработали грамотно и хорошо. Да, очень, видите, это бросается в глаза, когда вокруг такие интерактивные, крутейшие декорации, прям просто 21 века, да, и тут прям просто буквально как из какого-то такого провинциального театра картонные декорации, это диссонанс вызывает. Действительно, дополненная реальность, да, фантастические картинки, потрясающая графика и вот эти вот кресла, это было странно. Теперь о Seventeen. Изюминка этого перформанса – это отправление в прошлое, скажем так, да, мы начинаем с хип-хопа и уходим в прошлое, да, попадаем в 20-е годы, я же правильно понимаю, да, вот этот стиль, это 20-30-е годы, да, ретро-стиль, это было очень неожиданно, особенно после первого трека. И там было все, и костюмы, и сама музыка. И все декорации, они были вот именно в комплексе, вот в этом времени представлены. Да, начинается все это с такой, скажем так, молодежной, веселой тусовки. Вся атмосфера вначале была настолько яркая, настолько вся мигающая, мелькающая, плюс к тому сами вот эти вот яркие, в таких ярких окрасках костюмы, это все создавало ощущение больше такого мельтешения, нельзя было сконцентрировать взгляд, и как-то это, если честно, не впечатлило. Но зато потом переход через комнату, как вот был оформлен грамотно, переход с одной комнаты на другую, и дальше совершенно другая атмосфера, и развитие номера было действительно крутое. Я бы вот никогда не подумал, что мне вот эта тема бродвейская, я вообще не фанат всего вот этого вот дела, что мне она понравится больше, чем тема такая, типа, уличная, хип-хоп тема. Но так случилось, потому что вот здесь, в этой бродвейской во всей теме, в этой ретро-теме, они раскрылись максимально круто и устроили действительно такое, знаете, прям люкс-шоу, прям, да, такое. Дорогое, красивое, да, с этими вот танцами, шикарными костюмами, светлая такая атмосфера в каких-то золотых тонах, да, это все очень круто, очень грамотно было, и это вызвало действительно ощущение воодушевления, и в конце, когда был такой залп, вот, это действительно, он был к месту, то есть, потому что вот вся феерия, которая творилась, она достигла своего пика вот как раз к этому моменту. То есть я бы, например, вообще бы убрал, да, начало и вот развил бы еще больше, да, это выступление именно вот в этой бродвейской тематике. Что ж, теперь мы говорим об NCT, и лично для меня это стало, наверное, главным разочарованием во всей церемонии. Потому что от NCT я ждал очень крутого шоу, потому что, во-первых, до этого были заявления от SM о том, что NCT планирует очень глобальное, скажем так, вторжение, да, в мировую культуру, они планируют свою там экспансию, да, даже на страны Африки, вот они говорили о том, что они хотят, чтобы именно NCT завоевали как можно больше рынков, да,
Плюс к тому они планируют еще больше расширять состав, хотя, казалось бы, куда еще больше. Но есть вот и такие новости. И на фоне всего этого я думал, что они используют вот эту вот площадку, эту церемонию как какую-то супер презентацию, да, для того, чтобы максимально как-то показать себя с лучшей, с выгодной стороны. Но при этом выступления были никак не связаны между собой, как мне показалось, просто были максимально стандартны, то есть ребята вышли на площадку, выстроились в стандартный для себя рисунок и просто вот подавали материал так, как они, ну, как бы его привыкли подавать, как они это делали на любой бы там вообще другой площадке. То есть ничего нового не привносили совершенно. Вот. Соответственно, при их материале, вот недавно выходили крутые треки, да, при их вот потенциале, вообще физическом, да, этого было вообще недостаточно никак совершенно. И вот то интро, которое предшествовало треку «Резонанс», да, которое было максимально эпичное, с фразами, со словами, представляло в отдельности участников. Оно должно было закончиться эпичным, супер крутым выступлением, но по факту выступление практически копировало клип, который вышел вот на этот резонанс недавно. И переходы там показались мне, ну, как и в клипе, собственно, но здесь еще более гипертрофированно странные какие-то были переходы. Поэтому NCT меня совершенно не впечатлило, хотя я их выступления ждал безусловно. Ну да, я соглашусь, заявка была очень эпичная, очень глобальная, Story of NCT. Я думала, что одна подгруппа будет передавать эстафету другой, будет прослеживаться какая-то глобальная мысль, которая будет развиваться. Может быть, мы чего-то не поняли, объясните нам, может быть, это трудности перевода. Мы не знаем, но впечатление было такое, мы ждали, может быть, мы слишком многого ждали, да, потому что мы ждали чего-то, и мы этого не получили. Вот такие дела. Да, самым ярким моментом здесь я бы назвал трек Kick It, потому что трек в принципе очень хорош. И как бы ребята его очень хорошо отрабатывают. Но опять же, в рамках лайв-перформанса все было, ну, со стандартными ходами, то есть и как бы и та же самая хореография, в общем-то. Но в целом трек очень хороший и хорошо он воспринимается. Ну а теперь Twice. Итак, начнем с трека More and More. Он был максимально круто сделан. Здесь все в порядке, сам трек мне нравится, хореография мне нравится. Мы эту хореографию касались в рубрике 22 на 33. И дальше был трек в стиле 80-х, Can't Stop Me. Ну, здесь классно было сделано. Вообще сам трек такой написан в стилистике 80-х. Больше экшн-фильмов 80-х. Да, вы знаете, вот когда главный герой едет в машине, он куда-то опаздывает, и потом вот он успевает. Добивается там каких-то целей. Вот такой трек мотивирующий, я бы сказала. Вот. И третий трек, вот здесь я хочу остановиться поподробнее. Cry for Me. Вот здесь, во-первых, респект за хореографию. Мне очень понравились жесты и операторская работа в то время, когда они эти жесты показывали. То есть они постоянно там плакали, вокруг них ходила камера, и здесь очень классно их дополняла графика. И даже могу сказать, что работа с графикой и работа вот с этим, с этой дополненной реальностью, она мне даже больше понравилась, чем сам трек, потому что, ну, это настоящее искусство. Там девчонки смотрелись, ну, невероятно круто. И хореография смотрелась невероятно круто, и постоянно меня цепляли вот эти вот движения руками, поворот камеры, акцент на руки.
шикарная картинка, и шикарно они выглядели. Да, и вот здесь вот как раз-таки один из топовых, скажем так, коллективов на этой церемонии, которым максимально круто подошла эта дополненная реальность. Здесь действительно было прям очень здорово. Вообще открывалось все сначала вот этим сказочным миром в стилистике Аватара, да. Мы увидели вот такую общую картинку, да, когда камера показала общий план, действительно вот это вот какой-то сказочный лес, не знаю, то есть там какие-то растения были интересные. То есть прям очень красивая здесь была картинка. И вообще, в принципе, в целом это выступление показывает, какой удачный год был у Twice в плане хороших песен. Потому что да, More and More хорошая песня. Вот, I Can't Stop Me тоже вот отличная песня, прям не придраться. И вот эта финальная песня, которую мы еще толком не запомнили, как она называется, но она тоже вообще отличная, все звучит здорово. Все воспринимается очень хорошо, и поэтому вот это выступление именно показывает то, как хорошо Twice поработали в этом году, и прям приятно было за этим понаблюдать. Конечно же, Боа, друзья. Здесь много даже не скажешь, не потому что это как-то там не заслуживает того, чтобы об этом говорить, а потому что здесь сказать, это человек-легенда. Действительно, в музыке в корейской музыкальной индустрии это действительно легендарная личность, да. Мы смотрели уже ее старые работы в нашей рубрике 22/33, у нее потрясающие вокальные данные. Она круто выглядит, вот, то есть она держит себя в форме постоянно, и все как бы показывало, все выступление показывало то, насколько круто к ней относятся, насколько это действительно легендарная личность. То есть там были моменты вот с этими слайдами, да, где показывались различные, скажем так, этапы, да, ее карьеры, плюс к тому вот эти вот повисшие в воздухе обложки альбомов, там, да, каких-то синглов и так далее. Все это очень здорово было, то есть здесь вообще как бы слова, как говорится, излишни. Да, я хочу отметить оформление первого трека, где пелось про номер 1, да, там гигантская была цифра 1, но насколько круто выглядело это. Я вот хочу этому уделить особое внимание, потому что это, гигантская цифра, там люди такие маленькие, это просто золотая цифра 1, которая вот она просматривалась со всех сторон, она была такая объемная. И, видимо, корейское общество не знало, как выразить ей вот это уважение, да, этой певице. И вот они просто вот гигантскую цифру 1 нарисовали. Вот. И это чистая правда, у нее потрясающие данные, вот буквально 20 лет она уже в теме, да, если не больше. Повторюсь, за Артемом шикарно выглядит. И хочу сказать по поводу ее новой песни. Мы смотрели клип до этого, и там очень нам понравилось взаимодействие с танцорами. Там, знаете, такие были элементы поддержки, которые были вот и на выступлении, да, они это все повторили. Когда вот ее укладывают на пол, потом она скрещивает руки, ее разворачивают. Настолько вот, это вот сделано мудро, но спокойно и выдержанно. Я хочу вот уделить внимание ее спокойствию, ее гармонии и уверенности в себе. Это легендарно. Ну и, конечно же, BTS. Безусловно. Так, вы, наверное, знаете, с чего я начну, да? Скорее всего, вы знаете, все те люди, которые смотрели нашу реакцию, да, на выступление BTS на MMA. Я, конечно, скажу про голограмму. Я буквально вот была в шоке, у меня волосы стали дымом, когда появился Шуга.
Кто не смотрел, обязательно посмотрите, вот будет ссылка, да, на это видео. В общем, я повторюсь, когда мы смотрели ММА, там было пустое место Шуги, и я ляпнула, что ну Big Hit могли бы уже и как бы и голограмму сделать, в чем проблема. Вот, и я начну, получается, с конца, да, с Life Goes On, когда по центру пустое место, и из ниоткуда появляется Шуга, вот буквально мурашки по телу. Из даже, портала просто. да, даже сейчас идут мурашки. Первая моя реакция была такая, что он появился, ну вот как бы на самом деле, потому что мне показалось, что у него как-то рука как будто бы зафиксирована. Но это я уже, возможно, сама уже домыслила себе, там, эту картинку как-то дополнила. И да, я подумала, что это он, и потом просто я хватаю Артема за руку, говорю, нет, это голограмма. Вот тут я прозрела, да, это было круто. Но это я начала с конца, сейчас я начну сначала. Значит, смотрите, вот первое у меня было какое впечатление. Вся церемония, она шла, ну, как будто бы в одном здании, да, и нас радовали этой дополненной реальностью и всяческими там спецэффектами, платформами, там какими-то фейерверками. И интро, получается, перформанса, оно началось в этом зале. Там сидел какой-то вот ребенок, да, по-моему, которого схлопнул вот этот цветок. И когда перенеслось место действия на стадион, я этого не поняла. На мой взгляд, переход был необоснованный. Ну, опять же, может быть, я чего-то просто не поняла, да. На мой взгляд, это было как-то сделано по-топорному. Вот, потому что мы летим сквозь какой-то тоннель, да, по-моему, там, или как там было, и мы оказываемся над стадионом, сразу же раз, да, значок BTS. Это было круто, но потом мы как бы падаем на этот стадион, и мы оказываемся в реальном мире. Вот этот переход я не совсем поняла. Мне показалось, что это было, ну, как немножечко в этом было халявы, потому что, ну, мы BTS, нам пофигу, да, мы не будем ничего делать, мы вот как бы вы там на своем стадионе, вот, а мы на другом стадионе, да, то есть съемка совсем была с другого места. Вот, это что касается перехода. Но само выступление на стадионе, если рассматривать его отдельно от всего как бы концерта, да, и от всего перформанса, это был безусловный разрыв эмоций, потому что там, конечно, было все. Сразу с главного, да, больше всего мне понравился вот этот кусочек, да, который вот вы сейчас видите на своих экранах, это Dance Break, да, с реквизитом, получается. Это было очень необычно и очень круто. Вот, да там вообще было много всего. Да, вот конкретно с этим моментом перехода от сцены, да, просто такое ощущение было, как будто тоже вырезали оттуда целый кусок, потому что Чингук, получается, взял вот эту вот ракушку, да, которую мы видели вот в треке «Он» непосредственно, и должно действие было как-то развиться, ну, как мне показалось. А тут вдруг резко нас перенесли вообще на подсъемку, как бы на стадион, и это было не совсем понятно, и поэтому в самом начале выступления даже, ну, то есть был какой-то вот такой вот диссонанс, и не было возможности сконцентрироваться на том, что происходит на этом стадионе, потому что ты начинал думать, а где же вот это все то, что до этого было, то есть куда оно вообще ушло-то. Я думал, что, кстати, к этому вернется, но потом оказалось, что совсем другая была уже картинка, но не суть. Сам вот этот момент стадиона, естественно, он нас отсылает к тому, что BTS это ребята, которые собирают стадионы.
и которые именно готовы снова их собирать, что дайте только вот возможность, что наконец-то начнется снова то время, когда они будут по всем этим стадионам греметь. И, естественно, были очень крутые находки, то есть вот все вот эти моменты, которые мы уже привыкли видеть на ОН, в плане барабанов, да, в плане вот этого оркестра, они были дополнены еще там чирлидингом, вот эти вот там сумасшедшие подбросы, да, и так далее. Это было круто. Плюс к тому, конечно, Dance Break был дополнен, и дополнен очень хорошо, то есть там творилось очень много всего, там у нас и Чимин жонглировал, вот, там у нас и вокруг Джей-хопа развивалась бешеная картинка с элементами брейкинга и так далее. Единственный, кстати, момент, что мне показалось, что и самим ребятам из BTS, и подтанцовки было тяжело на газоне делать все вещи, потому что все-таки на газоне не так легко делать глайды и прочие какие-то элементы, поэтому вот здесь показалось немножко тяжеловато. Но в целом весь вот этот эпик, единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы на стадионе был свет такой более, знаете, приглушенный, какие-то, возможно, прожекторы, потому что там прям светило солнышко такое яркое, зеленая трава, и немного от всего концерта это отличалось по атмосфере, и тяжело, знаете, после темного помещения выйти на свет, иногда аж глаза вот так болят, да? Да, вот сейчас вставлю 5 копеек. По поводу солнца, то есть начинается кадр с того, что солнце освещает половину стадиона, они, видимо, снимали долго, и буквально прошла там середина номера, и солнце уже где-то далеко, то есть весь стадион в тени, тоже был резонанс вот с этим связан. Да, но тем не менее, вот если рассматривать это как просто отдельное видео, как отдельное выступление, тут, конечно, много было интересных, крутых моментов, да, куча вот тоже барабанов с символикой BTS. Да. Там очень много было классных деталей, в конце еще был залп, соответственно, все это максимально, конечно, здорово, максимально круто. А дальше вот как раз таки мы переходим к Dynamite. И в Dynamite был именно, скажем так, весь прикол в том, что это уже не было снято в каком-то там вообще отдельном месте, да, это все выглядело как большой настоящий шатер, то есть не дополненная реальность, а прям настоящая такая надутая конструкция, которая потом по итогу у нас свернулась, да, и мы поняли, что это все реальные декорации, да. И вот в этом шатре все было классно, да, все было да, безусловно круто. Особенно понравился внешний вид Тэхёна. Тэхён выглядел просто шикарно, там вообще прям вообще не придраться. Вот. Опять же, если мы видели у TXT Dynamite, да, и мы видели у BTS Dynamite в одном и том же перформансе, хотелось бы какой-то, типа, знаете, как это называется, референс, да, увидеть, чтобы, то есть, один ссылался на другого и так далее, то есть, какое-то взаимодействие. Ну, не зря же вы просто вдвоем использовали, ну, две группы использовали этот трек. Но его не случилось, тем не менее, все равно Dynamite прекрасен, мы все это знаем. Здесь все мы увидели то, что, ну, ожидали увидеть, то, что хотели увидеть. Вот. А дальше, что касается Life Goes On, вот там была самая, наверное, крутейшая находка. Во-первых, из всех их выступлений с Life Goes On, да и вообще в целом, наверное, из всех выступлений, потому что вот это вот как бы настроение, да, о котором говорится в треке, в первой фразе трека, что однажды мир замер, вот оно было передано в самом выступлении, потому что реальные люди, реальные танцоры были просто в позе, ну, то есть совершенно замершей. И сначала было непонятно, это тоже дополненная реальность или нет, да, а потом стало понятно, что это настоящие люди, которые выкрашены краской белой, то есть все вокруг белое, все вокруг не имеет цвета, вот, все замерли, и, ну, то есть такая картина создавалась не очень, скажем так, приятная. Ну, в плане того, что так и должно было быть, это такой режиссерский был ход, потому что потом, по итогу, BTS все приукрасили. Все окрасилось в цвета, здание за ними окрасилось в цвета, где было написано B, вот как раз альбом, кстати, который как раз посвящен всему этому вообще карантину и всей этой ситуации. И вдруг люди приобрели краски, вот, в том числе, видимо, и краски жизни, да, и все закрутилось, завертелось. Люди
катались на самокатах, фотографировались и прочее, прочее, что показывает, что жизнь обязательно вернется в привычное русло. И на этой ноте, получается, и как бы, в принципе, заканчивается вся церемония, да, и это очень мощный, опять же, хороший, добрый посыл, чем славятся BTS. И вот эта вот находка была очень крутая. Интересно, насколько тяжело танцорам было стоять столько времени. Да, мы так переживали за них. Потому что кто-то там просто сидел, например. Это несложно. А кто-то делал вид, что он застрял в движении. Это тяжелее, конечно, безусловно. Но это было очень мощно, выглядело вообще нереально. Да. Поэтому вот что касается выступления BTS, многие нам писали о том, что на «Мама» им понравилось больше. Мы пока не можем сказать. Мне кажется, на ММА, возможно, в чем-то даже было покруче, хотя там было как-то более, что ли, более камерно, но при этом было, ну не знаю, мне кажется, более как-то все стильно, что ли. Здесь было очень много крутых кусков, но не очень особо связанных друг с другом. Но опять же, Life Goes On, конечно, был мощнейший и мощнее, пока мы точно не видели как бы вот такого вот перформанса от них на Life Goes On. Что касается вообще в целом всей церемонии, здесь можно сказать, что были очень крутые моменты, про которые мы с вами уже говорили. И на данный момент, опять же, корейская индустрия музыкальная показывает всему миру, что у них крутейшие артисты. Потому что если, например, рассматривать вот там не так давно прошедшие MTV Music Awards, American Music Awards, и смотреть эти перформансы, смотреть, как правило, там вот кроме как на BTS, может быть еще там на кого-то в отдельности. Тяжеловато. Да, в принципе, нечего смотреть. Тяжеловато, да, это все выглядит. А здесь было прям на чем заострить внимание, и прям действительно корейская индустрия очень круто развивается и показывает всему миру пример, так сказать, для подражания. Друзья, обязательно напишите, какое ваше самое любимое выступление, какое вам выступление запомнилось больше всего на этой церемонии. Мы будем рады почитать ваши комментарии, пообщаться с вами по этому поводу. Что ж, были рады очередной встрече с вами, увидимся в новых видео, и это был канал Елена Рэй. Всем пока! Пока!